Привет всем, мои дорогие подписчики, гости моего канала, с вами Нером. Сегодня у нас будет долгожданное видео по рубрике «Бесплатная сборка». Сегодня мы соберем компьютер для моего подписчика. Ребят, кто не в курсе, то знаете, я помогаю своим подписчикам. У меня есть рубрика «Бесплатная сборка», у меня рубрика есть «ПК в дар». Я тем или иным способом иногда помогаю своим подписчикам. То есть у меня есть благотворительный раздел, неблаготворительный раздел и так далее. В общем, ребят, если вам нужна какая-то помощь, если у вас есть какие-то вопросы, смело обращайтесь в мою группу ВКонтакте. В общем, там есть в этой группе определенные разделы, можете полазить, посмотреть, там все написано. То есть, если вам какая-то помощь нужна, в общем, не стесняемся, обращаемся. Ладно, а мы приступаем к сборке. Начинаем. Дорогие мои подписчики, перед началом просмотра я вас хочу немножко отвлечь. Скоро у меня на канале будет благотворительная сборка для моего подписчика. Я помогу мальчику с Крыма. В общем, я буду делать благотворительную сборку на базе вот такого серверного процессора. Это 2689, который я урвал буквально за 3000 рублей там с копейками. Сейчас данный процессор подорожал и стоит куда дороже, чем стоил тогда. И в этой сборке у нас будет использоваться вот такая карточка за 6000 рублей. Это тоже как бы БУ карта. 480 на 4 гигабайта DDR5. То есть это будет вот такая недорогая сборочка за 20 тысяч рублей, которая будет тянуть по сути все современные игры на высоких либо на средних настройках. В общем, скоро ждите. Кстати, ребята, если вы хотите сейчас сэкономить и тоже собрать какую-нибудь такую бюджетную сборку на таком процессоре, на такой видеокарте, то знаете, скоро сейчас на AliExpress будет распродажа, осталось буквально пару дней. И если вы хотите умно использовать ваши средства, то предлагаю вам зарегистрироваться в сервисе Letyshops. Letyshops — это сервис кэшбэков, который позволит вам сэкономить ваши деньги. В общем, вы там регистрируетесь, скачиваете их расширение, которое поможет вам просматривать рейтинг продавцов, динамику цен. Хочу напомнить, что это сервис кэшбэков, а значит, вы сможете сэкономить ваши деньги. Часть денег вам вернется в виде кэшбэков. Кэшбэки — это, то есть, по сути, не какие-то виртуальные бонусы, а это как бы реальные деньги, которые вы сможете потом вывести на вашу банковскую карточку, там, электронный счет или еще на что-то. В общем, если вы хотите сэкономить, регистрируйтесь в Letyshops, скачивайте вот это расширение, ну и экономьте. А мы приступаем к ролику. За основу у нас в данной сборке взят процессор Ryzen 3700X. В качестве материнской платы тут используется материнская плата на X570 чипсете от компании Asus. Asus X570-P. Данная материнская плата не слишком дорогая, она среднебюджетная. И в качестве материнской платы для 3600, 3700 и 3900 она может применяться в различных сборках. По поводу этой материнской платы, что могу сказать? Это, наверное, не самая лучшая материнская плата по соотношению цена-качество. То есть, если собирать какой-нибудь бюджетный компьютер, то можно найти более интересные варианты, в принципе. Ну, если, скажем так, вы не особо хотите экономить и можете там потратить денежку, купить что-то более хорошее, чем Tomahawk, там, я не знаю, там какой-то A-Pro, там и так далее, то, в принципе, данную материнскую плату вы можете смело взять, потому что она в плане VRM достаточно неплохая. У нас тут VRM, вот после всех моих тестов, которые я проводил с данной материнской платой, ни разу не превышал норму. То есть температуры всегда были достаточно нормальные на материнской этой плате. В общем, схема питания на данной материнской плате сделана по схеме 4+2, то есть по факту тут 6 реальных фаз питания, но при этом тут 12 линий питания. То есть 12 линий питания, 6 реальных фаз. Сейчас в комментариях обязательно будут какие-то умники, которые скажут: да как так, какие реальные, какие виртуальные фазы, да не существует этого. Как же меня эти умники достали, мягко говоря. В общем, объясняю для особо одаренных. В общем, в качестве шим-контроллера тут у нас используется ASP1106GGQV. В чем же тут подвох, ребята? Подвох в том, что данный контроллер поддерживает работу только 6 реальными фазами. То есть он не может с 7, с 8 и с 9 фазами работать. Этот контроллер может работать только 6 фазами. Он 6-канальный. Тут схема реализована так. 4 фазы идет на питание процессора и 2 фазы идет на питание всего остального. То есть как у нас тут все устроено? То есть по факту вот эти фазы питания, которые питает процессор, они все утроены. Но утроены так интересно, что утроение это происходит без использования каких-то там даблеров и так далее.
То есть все сделано довольно-таки интересно. В верхнем плече у нас стоит SIG 639 на 50 ампер, в нижнем плече SIG 639 тоже на 50 ампер. Данная материнская плата поддерживает до 128 гигабайт памяти. Максимальная память, которую поддерживает она по частоте, это 4400. Но в принципе, как вы знаете, на Ryzen 3-го поколения память гнать быстрее 3600 там с копейками особо смысла никакого нету. И вместо того, чтобы там мучиться с частотами, заняться тем, чтобы опустить тайминги, субтайминги и поработать над тем, чтобы у вас была нормальная латентность. В общем, материнская плата достаточно хорошая. К покупке я ее, в принципе, рекомендую. Мне она понравилась. В качестве оперативной памяти в данной сборке у нас будет использоваться оперативная память от компании G-Skill. Это G-Skill Sniper. Что хочу сказать по данной оперативной памяти. Данная оперативная память у нас двухранговая, имеет модули по 16 гигабайт, то есть комплект на 32 гигабайта. Эта оперативная память неплохо, скажем так, разгоняется, имеет на борту чипы Hynix, Unix, в общем, не придирайтесь к моему английскому, как хочу, так и называю. Чипы, которые тут стоят, довольно-таки неплохие, скажем так, они поддаются разгону на Ryzen, и в принципе, если заморочиться, то можно добиться там частот от 3333 до 3600. Но все зависит, в общем, от ваших умений и от того, сколько у вас есть свободного времени на то, чтобы сделать этот разгон. По поводу видеокарт, у нас тут будет использоваться видеокарта от компании Polit, это Jetstream RTX 2070. Видеокарта это неплохая, своих денег стоит, есть определенные минусы с ней, скажем так, она, не самая тихая. То есть бывает такое, что со временем вентиляторы, которые тут стоят, они начинают шуметь. То есть они достаточно, слабенькие, я бы так сказал. А также на политах часто попадается такая проблема, что у нее появляются неприятные свисты в дросселях. С этим, как говорится, не угадаешь. Это может произойти с любой картой, там, и с дешевой, и с дорогой. В общем, если чисто только по отзывам судить, то кажется, что как будто такая проблема тут чаще происходит. Но по факту я на своем опыте могу сказать так. Я какой-то особой разницы не замечал. То есть политы, там Asus, там MSI, плюс-минус, мне кажется, эта проблема может случиться с любой картой от любого производителя. И вы от этого не застрахованы. То есть, покупая карту в равной или той степени, вы можете столкнуться с такой проблемой, неважно от какого производителя вы ее возьмете. Поэтому карту мы гнобить эту не будем. Как по мне, карта достаточно хорошая. Кулер для этой сборки мы взяли Aero M140. Это от Thermalright кулер. Про этот кулер я отдельно снимал обзор. Эти кулеры есть в Orange варианте, в Grey варианте. То есть цветов там очень много. Кстати, ребята, очень интересная особенность данного кулера. И почему-то температура с ним получается намного ниже, чем на многих других кулерах с Ryzen. И кстати, он, как ни странно, почему-то чуть-чуть отличается от матча по температурам. Не знаю тоже, с чем это связано. Предполагаю, что у этого кулера и у того кулера как-то минимально различается геометрия нижней подошвы, которая соприкасается с крышкой вашего процессора. Надо как-нибудь провести тест. У меня есть такая идея. Купить несколько кулеров от компании Thermalright и попробовать сравнить эти похожие кулеры. Потому что недавно у меня была такая ситуация, тестировал другой кулер от Thermalright матча, и мне показалось, что на нем температуры были, скажем так, градусов, наверное, на 6 повыше, чем на этом кулере при равных условиях. Теперь по поводу накопителя. В качестве накопителя мы взяли Crucial NVMe на 1000 гигабайт, модель P1. В общем, модель достаточно неплохая. Если брать NVMe для бюджетной сборки, я беру обычно либо Crucial P1, либо Kingston A1000. По соотношению цена-качество это самый, наверное, адекватные варианты в бюджетном секторе. В качестве вертушек в данной сборке я взял ID Cooling VAVE 140-25. В общем, вертушки брались тут, как говорится, что взяли, то и взяли. В качестве блока питания в данной сборке был взят Enermax Reborn на 700 Вт. Блок питания довольно-таки неплохой, у него низкие достаточно пульсации. У этого блока питания есть защита всех видов, то есть у него есть защита от пониженного, от повышенного напряжения, от замыканий коротких, от перегрева и так далее. То есть с этим у данного блока питания все в порядке. Был взят данный блок питания именно этот, потому что данная сборка собиралась не за границей в Германии, а тут в России. Из-за того, что мы, скажем так, достаточно сильно торопились, и заказывать запчасти из Германии мы просто по времени чисто физически не могли.
Хотя, если бы мы собирали сборку где-нибудь за границей, там, я не знаю, в Германии, то, сами понимаете, за эти деньги можно было спокойно взять какой-нибудь хороший Seasonic. В качестве корпуса в данной сборке мы взяли корпус черного цвета от компании Deepcool, это Matrix 70. Ребят, теперь по поводу игровых тестов. За них прошу отдельное прощение, скажем так, это одна из причин, почему сборку я выкладываю только сейчас, а не летом, когда я ее собрал. То есть эту сборку я собрал в середине лета, а монтирую только сейчас, потому что, ну, скажем так, у меня не было особого желания торопиться, опять же, вот из-за этого маленького казуса. Первый тест я провел в игре Танки, тут фризов, лагов никаких я не заметил, статор, в общем, все было довольно-таки прилично, игра не лагала. Следующий тест я провел в игре Far Cry 5. При разрешении 1920 на 1080 минимальный FPS был 98, средний 118, максимальный 138. При разрешении 2560 на 1440 минимальный FPS был 80, средний 89, максимальный 102. Потом я запустил Tomb Raider. Tomb Raider я протестировал в двух разрешениях и в двух вариациях. То есть в разрешении Full HD, в разрешении Quad HD. И в стандартных настройках очень высоких и в кастомных настройках. То есть стандартные высокие — это автоматически самые высокие настройки, какие только есть в игре. И кастомные настройки — это когда все вручную сам уже докручиваешь. Потом я запустил игру Ведьмак. Ведьмак я тоже протестировал и Full HD, и в разрешении Quad HD. В общем, никаких лагов, фризов особых я не встретил. То есть FPS был достаточно приличный. В общем, да, можно сказать, фреймрейт, конечно, к сожалению, был не самый ровный. То есть бывало, я видел и более ровные фреймрейты, но каким-то плохим фреймрейтом я это назвать не могу. То есть, в принципе, FPS был достаточно приличный, и когда играешь, вот на глаз никакие там баги, лаги, фризы, они не чувствуются, то есть их, считай, и нету. В общем, потом я запустил новый Tomb Raider, там я провел тоже несколько тестов. Первый тест — это при разрешении 1920 на 1080, а второй тест в разрешении Quad HD. Результаты меня, в принципе, устроили, FPS, я скажу вам так, получился достаточно приличным. Потом я для прикола запустил игру War Thunder. Тут тоже никаких фризов, лагов я не встретил. FPS был настолько заоблачный, что, в общем, тестировать эту игру, можно сказать, было практически-то и неинтересно. Потом я запустил PUBG. FPS тоже тут был очень высокий. Фреймрейт был плавным. Никаких лагов, фризов сильных я тут тоже не встретил. То есть играть было очень комфортно. Потом я запустил игру Metro Exodus. Поиграл я тут при разрешении Full HD и при разрешении Quad HD. В общем, особо каких-то лагов, багов я не встретил. То есть играть тоже было достаточно комфортно. Хотя при разрешении Quad HD на поверхности было не особо-то и прикольно. Потому что, ну, все же ждешь от такой карты более высокий FPS при этом разрешении. В Cinebench в 20-м у нас набрала система 4680 баллов. А в 15-м Cinebench 2098 баллов. Ребят, надеюсь, вам данное видео понравилось. В общем, если оно вам понравилось, то обязательно ставим такие большие лайки, можете подписаться на канал. Также, ребят, если вы хотите помочь моему каналу в развитии, то можете сделать куда-нибудь репост в социальную сеть ВКонтакт, Facebook, в Одноклассники и так далее. Когда вы делаете репосты, это очень сильно помогает продвигать мои ролики. За это отдельно вам спасибо. И также не забывайте писать комментарии. Когда вы пишете комментарии, это тоже очень позитивно влияет на продвижение моих роликов. Ну что там, ребята, до новых встреч, не пропадаем, пока всем.